Извините, вы не знаете, как пользоваться этими машинами. Здравствуйте. Конечно, могу помочь. Вы первый раз здесь. Да, я никогда не стирала в прачечной. Это сложно? Нет, совсем не сложно, все довольно просто. Спасибо. Сначала надо выбрать стиральную машину. Да, выберите свободную машину и откройте дверцу. Хорошо. А сколько белья можно положить в барабан? Лучше не заполнять барабан полностью. Оставьте немного места, чтобы вещи хорошо стирались. Понятно, спасибо. Где налить стиральный порошок? Порошок засыпают вот сюда, в специальный отсек. Я вижу. Можно использовать свой порошок. Да, многие приносят свой, но здесь тоже продают порошок. Спасибо. Теперь нужно выбрать программу. Верно, почитайте на панели, какая программа вам нужна. Обычная стирка – это программа номер 1. Если мои вещи белые, лучше брать эту программу. Для белого – да, для цветного – выберите программу 2. Спасибо. А температура воды меняется автоматически? Да, при каждой программе своя температура. Теперь надо оплатить стирку? Да, видите автомат для оплаты возле входа? Да, вижу. Можно платить картой. Можно картой или монетами. Там все написано. Отлично, сейчас оплачу. Машина сама начинает работать. После оплаты нажмите зеленую кнопку на машине. Поняла. Сколько времени длится стирка? Обычно около 40 минут, иногда чуть больше. Спасибо большое. Вы очень помогли мне. Не за что. Меня зовут Александр, если что, спрашивайте. Очень приятно, я Марина. Спасибо, Александр. Марина, рад помочь. Хорошей стирки. Спасибо, хорошего вам дня. Доброе утро. Вы тоже ждете автобус? Да, доброе утро. Я еду на работу в центр. О, я тоже. В какой компании вы работаете? Я работаю в банке. А вы? Я инженер в строительной фирме. Интересно, во сколько у вас начинается рабочий день? Обычно в 9 утра. А у вас? У меня тоже в 9. Иногда надо приходить раньше. А вы далеко живете? Нет, всего 3 остановки на автобусе. А вы? Я живу в соседнем районе. До работы еду минут 20. Вам нравится ваша работа? В целом, да. Коллектив хороший и проекты интересные. У меня тоже хорошие коллеги. Мы иногда вместе пьем чай. Здорово. У нас часто проходят общие обеды. Во сколько вы обычно заканчиваете работу? В 6 часов вечера. Иногда приходится задерживаться. Понимаю. У меня бывает то же самое. А сколько времени занимает ваша дорога домой? Около 15 минут, если нет пробок. Повезло вам. У меня бывает дольше, особенно зимой. Да, зимой автобусы часто опаздывают. Любите ли вы ездить на общественном транспорте? Не очень, но на машине в центре неудобно. А вы водите машину? У меня есть права, но я редко езжу сама. В центре тяжело парковаться. Это точно. Еще утром много пробок. Вы часто опаздываете из-за транспорта. Стараюсь выходить пораньше. А вы? Я тоже. Лучше немного подождать автобус, чем опаздывать. Согласен. О, кажется, наш автобус уже подъезжает. Здравствуйте. Как вам здесь такой большой выбор техники? Здравствуйте. Да, магазин очень современный.
Я смотрю на новые телевизоры, хочу купить домой. Я тоже ищу телевизор. Вы часто смотрите сериалы? Да, очень люблю сериалы, особенно русские драмы. Интересно. Я больше люблю комедии. А вы? Комедии тоже смотрю, например, «Кухня». А вы? Я люблю сериал «Интерны». Всегда смешно. О, мой брат тоже смотрит «Интерны». Очень популярно. Вам нравится смотреть сериалы на большом экране? Конечно, это совсем другое ощущение. А какой телевизор вам нравится? Я думаю купить этот Samsung. Большой экран и яркие цвета. Я смотрела LG. Говорят, хорошее качество картинки. У моего друга LG, он доволен. Хороший выбор. Спасибо за совет. А где вы обычно смотрите сериалы? Дома, на диване. Часто вместе с семьей. Я тоже вечером смотрю с дочкой. Она любит мультфильмы. Моя дочка смотрит «Фиксики» каждый день. Моя «Маша и медведь». Знаете такой мультфильм? Конечно, очень смешной и добрый мультфильм. У вас есть любая любимая актриса или актер? Мне нравится Сергей Безруков. Хороший актер. Я люблю Юлию Снегирь. Она талантливая и красивая. Согласен, она играет в интересных фильмах. А вы покупаете сериалы на дисках или смотрите онлайн? Обычно смотрю онлайн, так удобнее. Я тоже. Сейчас почти все доступно в интернете. А какие еще сериалы вы советуете посмотреть? Метод очень интересный, с детективной линией. Спасибо, обязательно посмотрю. Пожалуйста, приятных вам покупок и хорошего просмотра. Спасибо, вам тоже удачных покупок и интересных сериалов. Привет, Ольга. Рад тебя видеть после стольких лет. Привет, Иван! Я тоже очень рада тебя видеть. Ты совсем не изменилась с тех времен в школе. Спасибо. А ты стал еще серьезнее, как в 11 классе. Помнишь, как мы вместе играли в шахматы после уроков? Конечно, мы с тобой часто участвовали в турнирах. А как там Елена, ты с ней еще общаешься? Да, мы иногда встречаемся в Москве на выходных. Здорово. Наша школа была очень дружной. Ты помнишь учителя математики Петра Ивановича? Его невозможно забыть. Он всегда давал нам сложные задачи. И всегда носил зеленый свитер, помнишь? Да, классная была пора. А как тебе наши уроки физкультуры? Я всегда боялась бегать кросс, хоть и старалась. Но ты всегда был первым на соревнованиях. Мне нравился спорт, а тебе больше нравилась литература, да? Да, я очень любила читать книги для школьных сочинений. Ты участвовала в конкурсе чтецов и выиграла. Спасибо, что помнишь. Это были яркие моменты жизни. После школы ты сразу уехала в Санкт-Петербург? Да, я поступила в университет там. А ты остался в нашем городе? Да, я учился здесь и начал работать после армии. Иван, помнишь школьные дискотеки в столовой? Как же, там всегда играла веселая музыка. Мы с девочками долго выбирали наряды для вечеринки. А мальчики потом танцевали только в самом конце. Я очень скучала по нашим школьным праздникам. Сегодня атмосфера похожая, почти как в старые времена. Да, так приятно встретиться со всеми снова. Хорошо, что мы не забываем школу и дружбу. Согласна. Пусть таких добрых встреч будет больше. Давай сделаем общее фото на память.
Отличная идея. Пусть этот вечер останется в сердце. Привет, Иван. Как твой рабочий день сегодня? Привет, Марина. Все хорошо, немного занят. Ты много работаешь сегодня в коворкинге? Да, у меня много задач. Не всегда хватает времени. Я понимаю. Иногда сложно все успевать. Как ты обычно планируешь свое время? Я делаю список дел с утра. Потом отмечаю важные задачи. Хорошая идея. Я тоже люблю делать списки. А у тебя есть специальные приложения? Да, я пользуюсь календарем на телефоне. Иногда ставлю напоминания, чтобы не забыть. Я часто забываю отключать уведомления. Иногда отвлекаюсь на сообщения. У меня также коллеги часто пишут в чате. В коворкинге много людей, шумно бывает. Иногда шумно, я слушаю музыку в наушниках. Музыка помогает сосредоточиться. Да, особенно классическая музыка. А ты? Я предпочитаю тишину, тогда работаю лучше. Иногда выхожу на балкон сделать паузу. Перерыв очень важен для работы. Сколько времени ты работаешь без перерыва? Обычно 40 минут, потом 10 минут отдыхаю. А у тебя как? Я стараюсь делать перерыв каждый час. В это время пью чай или хожу по залу. Я тоже люблю пить чай в рабочее время. Иногда мы можем пить чай вместе. Это отличная идея, Марина, договорились. Так будет легче управлять временем и отдыхать. Спасибо за советы, ты мне очень помог. И тебе спасибо за интересный разговор. Здравствуйте. Вы часто бываете в аптеке? Здравствуйте. Да, иногда. Сегодня ищу что-то для сна. Правда, я тоже плохо сплю в последнее время. Вы не можете уснуть ночью? Да, трудно заснуть. Постоянно думаю о работе. А я просыпаюсь среди ночи, потом долго не сплю. Это очень неудобно. А вы что уже пробовали? Пробовала пить теплое молоко, не всегда помогает. Моя бабушка советует пить ромашковый чай. Да, ромашка известна как хороший способ расслабиться. Вы занимались спортом перед сном? Редко. Обычно я читаю книгу перед сном. Я иногда смотрю телевизор, но потом спать труднее. Экран телефона или телевизора мешает спать. Согласен. Я слышал, что свежий воздух помогает. Окно открываю всегда, но все равно не сплю. А вы пробовали специальные подушки для сна? Нет, не пробовала. Они правда помогают? Мне кажется, да. Я покупал в этой аптеке. Интересно, может и мне стоит попробовать. А вы просили у фармацевта совет по средствам для сна? Да, мне однажды предложили мелиссу в таблетках. Я тоже слышал про мелиссу. Говорят, безопасно. Но я не пробовала таблетки, боюсь привыкания. Я тоже стараюсь обойтись без лекарств, если можно. Может, нам стоит попробовать медитацию или йогу? Йога – хорошая идея. Можно расслабиться перед сном. В Москве есть даже курсы вечерней йоги. Спасибо за совет. Я попробую обязательно. Вам спасибо за приятную беседу. Спокойной ночи вам. И вам спокойной ночи. Пусть сон будет крепким. Может, встретимся здесь снова и поделимся советами? С удовольствием. До свидания. Привет, ты тоже сегодня бегаешь здесь? Да, привет. Я часто прихожу на этот стадион.
Мне нравится бегать утром, когда мало людей. А я люблю вечер, когда солнце садится. Какой у тебя спортивный цель на этот год? Хочу пробежать 10 километров без остановки. Классно. Я тоже тренируюсь для забега. Я хочу улучшить свое время на 5 километров. Ты уже участвовала в соревнованиях раньше? Да, в прошлом году я бежала в городском марафоне. Здорово. Какой результат у тебя был? Я финишировала за 30 минут. Это мой рекорд. Очень круто. Я пока что бегаю медленнее. Ничего, главное тренироваться регулярно. Ты тренируешься одна или с друзьями? Обычно одна, но иногда с подругой Мариной. Я хотел бы попробовать бегать с кем-то. Давай как-нибудь побегаем вместе. Отличная идея. Сколько кругов ты обычно бегаешь? 4 или 5 кругов зависит от настроения. Я тоже стараюсь делать не меньше 3 кругов. Ты растягиваешься до и после бега? Да, обязательно. Это помогает мышцам. У меня есть простые упражнения на растяжку. Покажешь мне потом. Я хочу узнать новые. Конечно, давай после пробежки позанимаемся вместе. Спасибо. Ты давно занимаешься спортом. Я начала бегать 2 года назад. А ты? Я бегаю только полгода, но рад прогрессу. Главное, не сдаваться. Все получится. Спасибо за поддержку. Вместе веселее тренироваться. Согласна, спорт объединяет людей. Здравствуйте. Как вам эта выставка фотографий? Здравствуйте. Мне очень нравится. Здесь так красиво. Я люблю фотографию, часто хожу на такие выставки. Я здесь впервые. Фотографии очень интересные. Вы фотографируете сами или просто любите смотреть? Я иногда фотографирую природу на телефон. Но больше люблю смотреть на фотографии других. Я часто снимаю пейзажи, особенно в Петербурге. Петербург очень красивый город для фото. Да, особенно летом. Свет особый, не такой, как в Москве. Согласна. Эти портреты тоже очень интересные. Посмотрите на этот снимок девочки у окна. Очень трогательно. Здесь хороший свет. Свет в фотографии – это как душа картины. А вы предпочитаете цветные или черно-белые фото? Мне нравятся черно-белые, они очень атмосферные. Я тоже люблю черно-белые снимки. Они больше чувств. А вот эта фотография снята на пленку. Вы узнаете это по цветам? Да, и по мягкости изображения у пленки свой характер. Я никогда не снимала на пленку. Это сложно? Немного, но это очень интересно и необычно. Может быть, когда-нибудь попробую. Советую. Это совсем другой опыт. Какая из этих фотографий ваша любимая? Мне очень нравится вот этот пейзаж озера. Он действительно очень красивый, словно картина. У вас есть любимый фотограф? Мне нравится работа Анны Гагариной. Я тоже знаю ее снимки. Очень уютные и теплые. Здорово обсуждать фотографии с вами. Спасибо. Спасибо вам. Был рад познакомиться и поговорить. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. А вас как зовут? Привет, меня зовут Андрей. Рад познакомиться, Ольга. Вы тоже учитесь здесь, в нашей языковой школе? Да, я изучаю английский язык уже 3-й месяц. Очень хорошо. А вы довольны своими результатами? Да, благодаря урокам вижу прогресс. А вы?
Я начала учить французский только недавно. Пока мне сложно, но занятия очень интересные. Какая у вас любимая методика изучения языка? Мне нравится слушать аудиозаписи и повторять фразы. А еще я читаю простые книги на французском. Я тоже стараюсь больше читать, особенно диалоги. И я люблю общаться с одногруппниками после уроков. Общение помогает запоминать слова и новые выражения. А вы ведете словарь для новых слов? Да, я записываю новые слова в специальную тетрадь. Иногда я рисую рядом картинки для лучшего запоминания. Это отличная идея. Я использую мобильное приложение. Там удобно учить слова с помощью карточек. Как называется ваше приложение? Оно называется «Изучай слова». Очень удобно. Спасибо, я попробую его скачать на телефон. Сколько времени вы посвящаете изучению языка дома? Я стараюсь заниматься по часу каждый день. Мне обычно хватает 30 минут, но часто повторяю. Главное – регулярность. Так знания лучше усваиваются. Вы любите смотреть фильмы на английском? Да, особенно с русскими субтитрами для понимания. Я тоже иногда смотрю мультики на французском языке. Очень полезно. Так разные выражения легко запоминать. Желаю вам удачи в изучении английского, Андрей. Спасибо, Ольга. Вам тоже успешного изучения французского. Привет, Оля. Рад тебя видеть в строительном магазине. Привет, Илья. Да, мы с Сергеем скоро переезжаем. Здорово. В какой район вы переезжаете? Мы нашли квартиру в Новосибирске, в Академгородке. Классное место. Уже выбрали новую мебель? Пока нет. Пришли посмотреть, что есть в магазине. А зачем вам так много коробок? Мы хотим все хорошо упаковать для переезда. Понятно. Я недавно тоже переезжал. Коробки нужны. Тяжело было переезжать? Не очень, если все заранее подготовить. Мы тоже стараемся. Уже упаковали книги и посуду. А мебель будете перевозить сами или нанимаете грузчиков? Думаем вызвать грузовое такси. Так проще. Правильно. Сколько комнат в новом доме? Всего 2, но кухня большая и светлая. Звучит уютно. Здесь хороший выбор ламп и шкафов. Вот я и хочу посмотреть полки для кухни. Я могу помочь выбрать. У меня есть опыт. Спасибо, Илья. А вы сильно изменили квартиру после переезда? Да, купил новый стол и повесил новые шторы. Мне тоже нравятся красивые шторы. Они создают уют. А Сергей хорошо разбирается в ремонте? Он умеет красить стены и собирать мебель. Тогда вы быстро все сделаете. Надеюсь. А ты что сегодня покупаешь? Я пришел за краской и кистями для спальни. О, ты будешь менять цвет стен? Да, хочу сделать спальню светлой и теплой. Это хорошая идея. Цвет влияет на настроение. Согласен. А какие цвета тебе нравятся для кухни? Мне нравится зеленый и белый. Выглядит свежо. Отлично. Давай посмотрим образцы вместе. С удовольствием. Спасибо за помощь, Илья.